Здравствуйте, мои дорогие! На дворе 5 октября, город Харьков, Салтовка. Я в нашем парке гуляю. Получила сегодня гуманитарную помощь на работе. Около 4 килограмм риса. Так что, видите, сегодня почти что праздничный день. Потому что гуманитарка бывает очень-очень редко сейчас. Да и вообще очень редко. Я оставлю кадры. Возле церкви снимала. Это люди стояли. Думаю, бегу. Думаю, что такое? С утра люди стоят возле церкви, очередь. Думаю, что-то будет давать, что ли, или что-то. Зачем? За гуманитаркой. Подхожу. А это раз в неделю в церковь привозят обеды. Горячие обеды. И люди становятся, у кого очень остро нуждаются, и кушают. Люди стоят возле церкви. Так что если у кого-то особо трудные времена и совсем туго с деньгами, можно пройтись по своему району, в церкви, поспрашивать, когда у них дают горячие обеды, и вам хоть будет что-то поесть. Потому что, ребята, в плане обстановки у нас обстрелы как бы не такие интенсивные сейчас идут, как раньше, но теперь другие проблемы надо решать. Как выжить в такое непростое время, как прокормить свою семью. У нас очень много безработных. И очень редко у кого работает хоть один член семьи. Даже вот у меня, я постоянно с этим подорожанием, я как зашла в магазин, посмотрела яйца, почти 50 гривен десяток. Ну все дорожает на глазах. Это, конечно, очень тяжело. Так что теперь будем заниматься, как на жизнь насущную заработать или как-то сэкономить еще больше. Как-то так. Еще особенно очень тяжело тем, кто курит. Я сама курю. И очень это накладно. Тут мне посоветовали, что проще покупать табак и делать самим сигареты. Может, кто-то смотрит меня из харьковчан и посоветует, где это купить в Харькове. Может, где-то у нас на Салтовке продается. Мне сказали, что надо ехать на конный рынок где-то искать. И табак, и это устройство. Не знаю. Ребят, если кто-то знает, пишите, подскажите. Я даже не знаю, насколько это дешевле выходит. Может, кто-то курит. Пишите в комментариях, насколько это дешевле и выгодно ли это покупать. И какие машинки покупать. Жду ваших комментариев по этому поводу. Так что я сегодня приду домой с подарочком. Почти 4 килограмма риса. И это радует. Еще очень сильно нетерпимы люди стали друг к другу. Не вообще все, но встречаются такие индивидуумы, которые считают, что им все должны. Недавно наблюдала такую ситуацию в магазине. Очередь вмешалась. И я в том числе, чтобы остановить все это. Женщина стояла впереди на кассе, и когда кассир потребовал у нее мелкие деньги, она начала кассиру высказывать, что у вас должен быть размен свой. И начала говорить, что я пережила, я с оккупации выехала, а вы тут в Харькове. На что кассир ей ответил, мы в Харькове тоже много чего пережили. И эта женщина кинула в лицо кассиру деньги мелкие, вот, ну там несколько гривен. Вот честно, люди, будьте добрее друг к другу, сдерживайте свои эмоции. Вам никто ничего не должен. И люди, находящиеся с вами, не виноваты в такой ситуации, в которой мы сейчас все оказались.
Ну, хорошо, что очередь вступилась за кассиром. И, слава богу, конфликт погас. Мы поставили эту женщину на место. Но люди вот так вот распускаются и стараются излить то, что у них внутри, на других людей. Слава богу, это единичный только случай. Все остальное, как бы, люди ведут себя нормально. Единственное, что очень тяжело снимать даже цены на рынке. Я последний раз, когда снимала, за мной даже побежал хозяин лотков овощных и говорит: какое право вы имеете снимать? Я развернулась, говорю: может, вас снять на память? На этом он остановился, он даже не знал, что ответить, потому что я так посмотрела на него. Думаю, что я такого снимаю? Я просто снимала овощи, ни людей, ничего, просто овощи. Но люди так остро на это все реагируют, непонятно напуганы, перешепчиваются, что во время войны нельзя снимать. Что нельзя снимать? Овощи, цены на овощи. Глупость какая. Но вот так вот люди реагируют вообще на камеру, на телефон. И вообще, когда идешь мимо них, что-то снимаешь, каждый старается прислушиваться, что ты говоришь, куда ты камеру наводишь, замедляет шаги. Ну, в общем, ситуация такая, непростая, я бы сказала. Так что будьте терпимы друг к другу, любите друг друга, помогайте. Всем всего хорошего, до новых встреч!